Всем привет! Ну вот и дождались. Начинаю я пытаться отливать алюминий в песчано-глиняную смесь. Для этого сделал сегодня опоку вот такую металлическую, разборная. Попытаюсь я сегодня отлить вот эту вот форму. Это поилка для птицы. Ну, так как мне нужно всегда сразу быстро звезду с неба достать, я сегодня попытаюсь сделать тонкостенную отливку. И мне не обязательно сегодня результат, чтобы она получилась идеальной. Как раз хочется посмотреть, где прольется, где не прольется. Вообще получится ли с одного литника, ну, заливая в одну сторону, то есть, чтобы пролилась вся полностью форма такой вот толщины. Вот это я сегодня сделаю. Плавить буду алюминий, это головка блока цилиндров. Это один раз переплавленный, это два раза переплавленная. Вот это я расплавлю. Как разделитель буду использовать пока тальк, потому что первый раз, еще не знаю, что будет. Мне Сергей Сарамятов: Серег, привет, спасибо тебе еще раз. Давно уже прислал графит в порошке. Графитовый порошок. Вот. Он уже им обеспечил и фолкрафта, и мехамозга, смотрю. Короче, ни для кого не жалко его. Так, вот. Как будет что-то более-менее дельное получаться, начну использовать графит. Пока сегодня тальк. А вернее даже детскую присыпку. Смесь сегодня будет ничего покупного. Все с местных карьеров. Песок 22 килограмма. Я не знаю, может быть он и очень мелкий. Но буду пытаться смотреть. У нас в районе песок покрупнее намного. Фракция в карьере. Попробую с этим. Если нет, сделаю с другим. Ну а если нет, придется покупать в магазине строительный. И использую я сегодня белую глину. Растолок ее через сито для муки пропустил. И она стала как мука. Вот сегодня я ее буду использовать. Здесь 2 килограмма глины, 22 килограмма песка. Все это смешаю, так как опока большая, на ведро смеси. Поэтому смешаю все, увлажню, ну и по ходу, что смогу, вам покажу. Замешал я смесь. Вроде что-то держится, но рассыпается. Ну ладно, попробую. Вот. Попробовал сделать такую штучку. Пока держится. Должно держаться. Так, а теперь про пару ошибок моих. Сразу. Я же начинающий только. Первая ошибка. Вот на такую вот деталь, которую я собрался отливать, лучше сделать опоку соответствующего размера. Потому что вот это вот я мешал целых полчаса. За это время я мог бы сделать под нее запросто опоку. Вот. Думал, у меня будет универсальная опока. Нет, не вышло. Под каждую деталь своего размера нужна своя опока, чем вот это вот мешать. Потому что вот это вот мешать лучше в баке миксером. И вторая ошибка. Это вот нагляделся ютуба. Смотрю, там все мешают на полу, там на земле. Тоже нет. Полчаса мешал. С пеноколом на коленках простоял перед этим песочком. Лучше бы я это все делал на столе. Также постелил бы что-нибудь и на столе мешал. Намного бы меньше устал. Вот, уже 2 ошибки выявилось. Ну а теперь будем забивать форму. Приготовился прям как настоящий. Кисточка, ложка, все есть. Все, начинаю. Так, теперь же важно не перепутать. Не перепутать. То у меня верх, вот это у меня низ. Вот так вот оно будет. Чтобы потом ее в ту сторону достать форму. По идее я прав. Так, давайте я вам поправлю чуть-чуть. Да, солнце, тени, да? Не все видно, наверное. Ну, разуваться, топтаться я не буду, как индейцы. Так.
Что, момент истины. Выпадет, не выпадет. Ну-ка. Пока стоит. Так, сейчас надо это убрать, тут песочек. Так. Далее. Вот так. Ух ты! Первый этап есть. Так, я сейчас на паузу. Вам слышно, да, за забором там курица гребет, гремит. Сейчас я ее прогоню. Продолжаем. Так, теперь же надо ее как-то выбить, наверное, эту формочку от седова. О. Вот так вот пока получилось. Так. А теперь надо сюда, наверное, опять же, да? Тальк. Сколько этих роликов не смотри, все равно все не запомнишь. Так. Ну-ка. Слушайте, у меня руки трусятся, как на экзамене. Так, все, ладно. Дальше, дальше, дальше. Или это потом уже эти выпоры делать? Вот так. Дальше. У меня даже пальцы помечены. Где какой. Вроде хочется получше сделать, а что получится, неизвестно. Так, ну все, засыпаю дальше. Ну вот, почти вся смесь моя и уйдет сюда сегодня. Так. Вроде как-то так. Так, что тут с батарейкой? Нормально. Ух, сейчас буду поднимать. Кого поднимать? Надо еще эти же сделать. Литники ж надо сделать. Мастер. Ух и мастер. Ну-ка. Не задену я ее. Так, стоять. Ну-ка. Так вот. Вот так вот. Ай. Правда, как будто экзамен, елки. На права сдаю. Слабоватый получился у меня замес. Единственная отмазка, что он первый. Ай. Так, наверное. Блин, опять не замерил длину. Опа. Так. Ах ты, надо же было выпор тоньше делать. Вот уже и косичнул. Ладно, все, поднимаю. Поднимаю, поднимаю. Опа. Опа. Ну-ка. Блин. Очкую. Опа. Дерьмо. Сейчас будет дубль номер 2. Со второго раза и все равно не вышло.
отваливается. Значит, смесь у меня не алё. Надо или глины больше делать. Сыпется. Сыпется моя смесь. Поэтому я сделаю, наверное, вот так вот, как есть. Как есть, так и сделаю. Сейчас каналы прокопаю. Да, потому что на ютубе смотрю, люди-то кисточкой оттуда выбирают. А у меня она сыпется от кисточки. Поэтому слабый раствор, видать. Может, просто не тот песок. Все, сейчас устанавливаю ее, собираю. И буду пробовать лить. Сейчас бах и выпадет. Так, все, сейчас литник забью песком. Установлю и буду плавить алюминий. Все готово, остается только разжечь печь. Как-то так. Теперь ждем. Уже почти растаял. Осталось. Скоро будем отливать. О, здесь всплыло. Все-таки насквозь прошло. Я боялся, что он там и замерзнет. Так, ну думаю, тут несколько секунд и можно будет разбирать. Вон, видно, как в прибыли уходит, воронка образуется. Работает прибыль-то. Ну все, как разбирать буду, покажу. Интересно, что получилось. Мне, честно сказать, не очень. Из-за того, что сразу не пошло. О, а тут. Ого. Так, что-то я не понял, что я там снял в предыдущем эпизоде. Похоже, вы его не увидите. Камера уползла, я не заметил. Вот, снял я крышку, верхнюю часть опоки. И вот она такая вот сейчас получилась. Вот такая тарелка. Кому видно? А, ну видно вам, да? Ну, сейчас в воду кину, отмоется и посмотрим, что вышло. В итоге вот что получается. Это отламываем. Вот смотрите на дне. Надо работать со смесью. Надо месить разные пропорции, разные материалы, пробовать мешать, замешивать и смотреть, что будет, как будет лить. Потому что вот некоторые места есть прям более-менее гладкие, глянцевые. Может, я мало трамбовал. Ну, донышко, в общем-то, тонкое получилось. Здесь вот оно как-то чуть не пролилось. Но это ж первый раз, это ж простительно. Хоть блин и с комком, но жевать его можно. Сейчас принесу оригинал. И вот он оригинал. Как оно было. Не, нормально. В плане том, что, как я и говорил, мне, в общем-то,
Не важно сегодня было отлить прям. Мне важно было посмотреть, не будет ли никаких пузырей. Нету пузырей. Раковин нет, ни одной нет. Понятно, что там поры будут, они везде будут, но раковин нет. То есть, если постараться со смесью и правильно сделать форму, то по идее это льется все нормально. Все повторилось, все контуры. Как-то так. Теперь смотрите, я вот тут разглядел отливку, которая это с выпора была. Чем ближе к верху, тем она глаже. Она прям сверху глянцевая очень. Я так понимаю, что сверху было больше всего утрамбована смесь. То есть я сильно много насыпал. Надо было меньше насыпать слои и трамбовать их. Но это моя догадка. Подскажите, прав, нет? Просто мне кажется, что именно здесь плотнее был песок. А здесь вот пошли уже хуже. Песчинки уже, вкрапления есть. Так, и вот народился у меня сейчас вопрос. Смотрите, если нету пор, нету ни пузырей, ничего, да, раковин никаких. Получается, вот этот песок подходит, правильно? По газонепроницаемости он хорошо подходит. Моя задача теперь пробовать разные пропорции и разные глины, чтобы формовалось. То есть не обязательно мне отливать, мне главное сейчас научиться делать именно форму. Чтобы все хорошо отходило, отлипало. И, наверное, добиваться того, чтобы можно было кисточкой все-таки выгребать отсюда песчинки и не разрушая форму. Вот. Ну, прошу строго не судить сегодня. Это первая самая отливка моя таким способом. Поэтому давайте, жду ваших комментариев, советов. А на этом я закругляюсь. Всем удачи, здоровья. До новых встреч.